Всем привет! С вами канал Геральдика и Вексилология. Сегодня свой обзор я посвящаю гербу Иркутска. Иркутск – город в Российской Федерации, административный центр Иркутской области и одноименного района, в который не входит. Является пятым по величине городом Сибири. Иркутск расположен в Восточной Сибири, на берегах реки Ангары, при впадении в нее реки Иркут, от последней и пошло название города. Герб Иркутска является одним из официальных символов города Иркутска. Герб был утвержден 31 октября 1996 года. Герб зарегистрирован в Государственном геральдическом регистре Российской Федерации под номером 132. Герб Иркутска представляет собой серебряный геральдический щит, на котором изображен черный бобр с червлеными глазами, держащий в пасти червленого соболя. Почти с самого начала герб Иркутска представлял собой изображение зверя, напоминающего барса, в пасти которого находился кровавого цвета пушной зверек – соболь. Впервые изображение бегущего барса с соболем во рту возникло на штампе якутской таможни. В конце 17 века Иркутск стал центральным городом воеводства. По этой причине ему пожаловали печать и герб. На гербе изображали бобра, бегущего по зеленому полю и направленного к левому краю геральдического щита. В пасти он, как и сейчас, держал соболя. То, что на гербе изображен именно соболь, вполне закономерно. Различные пушные звери не были диковинкой для тех мест. Что касается первоначальной фигуры барса, то он был помещен на геральдический щит, поскольку русские, обосновавшиеся в восточной части Сибири, впервые столкнулись с тигром. Однако не знали, как правильно его назвать. По этой причине решили подобрать для эмблемы более знакомого зверя. Позднее ошибку исправили и изобразили на щите уже тигра или бобра. Позже жалованная грамота Екатерины II предписала, чтобы у каждого города был утвержденный губернатором герб. За основу герба была взята печать Иркутска, поскольку город был знаменит прибыльной торговлей, ведущейся на границах с Китаем. Через 5 лет в своде законов появилось описание герба. В соответствии с ним на серебристом фоне нарисован бегущий тигр. Стоит отметить, что и на гербах других городов, входивших в состав иркутского наместничества, был бобр. Он обычно занимал верхнюю часть геральдического щита. В середине XIX века производилась полномасштабная реформа имперской геральдической системы. Обновленные гербы утверждались императором Александром II. Однако на каком-то этапе была допущена нелепая ошибка. В отдельно изданном сборнике с описаниями составители указали, что на гербе Иркутска располагается не бобр, а бобр с красными глазами, в пасти которого червленый соболь. Нужно сказать, что художники, конечно, не стали рисовать бобра с пушным зверьком в зубах. Впрочем, действовать согласно указу они все же должны были, поэтому хвост бобра увеличился, а задние лапы стали перепончатыми. Именно поэтому он выглядит как некое мифическое существо, возможно, отдаленно напоминающее барса, но не имеющее ничего общего с тигром. Первым ошибку заметил Владимир Даль, написавший, что на эмблеме Иркутска бобр переделан в бобра, хотя таких животных в том регионе не водится. Кроме того, из-за реформы на герб добавили специальное украшение. Оно выглядело как обрамление в форме позолоченных листьев дуба, скрепленных Андреевской лентой. В верхней же части располагалась корона. В подобном виде герб применяли в качестве символа как Иркутска, так и соответствующей губернии, а впоследствии области. После распада СССР на федеральном уровне было утверждено изображение герба Иркутска. Он почти не отличается от того, который имелся еще в имперское время. Впрочем, из него, разумеется, убрали корону, а также листья дуба с золотым оттенком и Андреевской лентой. Отметим еще, что бобр направляется в левую сторону щита. Это несколько противоречит правилам геральдики. Щиты носят в левой руке. Так создавалось впечатление, что зверь убегает от противника. Если же говорить об ошибке в описании, где бобр являлся бобром, то ее исправили. При этом непосредственно изображение решили оставить нетронутым, поскольку посчитали его уникальной и своеобразной достопримечательностью Иркутска. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. До скорых встреч!